Невероятные скалолазы, которые нашли пристанище на самых отвесных скалах. Верхний мир дарует им весомое преимущество, но взамен требует невероятной ловкости и особых приспособлений. Поэтому и во всеоружии хватает лишь одного неверного шага, чтобы сорваться в пропасть. К тому же даже здесь они находятся под пристальным вниманием. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – ибексы. Ибекс, козерог или альпийский горный козел – довольно крупное животное. При длине тела до 1,5 метров самцы могут весить свыше 100 килограмм. Кроме того, их голову венчают солидные изогнутые рога длиной до 1 метра. Самки обладают куда более скромным головным убором и весят в среднем вдвое меньше. Горные козлы не зря получили свое название, ведь многие из них обитают на высоте свыше 3000 метров. При этом ибексы встречаются только в Альпах. Обычно эти животные путешествуют стадами до 30 особей, куда входят самки и их детеныши. При этом молодые и полные сил самцы также образуют временные группы. Здесь, на холодных вершинах, нет места для деревьев, поэтому кормом для животных служат редкие кустарники и пожухлая трава. Но взамен они получают отсутствие конкуренции и надежную защиту от хищников, ведь далеко не каждый отважится ступить на подножье столь величественных гор. С наступлением тепла козероги спускаются в долину, где можно насладиться свежими пастбищами. Но это опасное путешествие, ведь здесь хозяйничают быстрые, выносливые и очень предприимчивые хищники. Волки лучше других знают, когда такую добычу можно застать врасплох. В отличие от командных хищников, горные козлы не приспособлены к изнурительным погоням. Поэтому в случае опасности они делают ставку на умение взбираться почти по вертикальной поверхности, куда волки не попадут при всем желании. Раздвоенные копыта работают независимо друг от друга, и это увеличивает площадь соприкосновения, что особенно актуально на опасных участках. Передняя часть копыт острая и твердая, а средний роговой слой мягкий, словно подошва кроссовок, что уменьшает отдачу, предотвращает скольжение и обеспечивает лучшее сцепление. В то же время подушечки достаточно прочные, чтобы не стираться о камни. К тому же они своевременно отрастают. Такие маневры требуют осторожности, но сноровки хватает, чтобы развернуться даже на столь ограниченном пространстве. У ибекса нет права на ошибку, поэтому он тщательно планирует каждый шаг. Хотя если дорога хорошо известна, копытные позволяют себе перемещаться вполне мобильно и свободно перепрыгивают через пропасть. Хотя и на отвесных скалах нельзя чувствовать себя полностью защищенным, ведь здесь охотится один из самых опасных пернатых хищников. Когда у беркутов появляется потомство, помимо привычных зайцев, внимание охотников привлекают и более серьезные мишени. Орел превосходно знает любимые тропы потенциальной добычи, поэтому, опираясь на превосходное зрение, он только и ждет подходящего момента. И хотя добычей взрослой птицы могут стать лишь козлята, расчетливость и внезапность почти не оставляют жертве и ее матери шансов среагировать. Зима – не лучшее время для горных обитателей, но от пронизывающих ветров ибексов спасает отрастающая к холодам шерсть, и животное чувствует себя комфортно, даже когда разница температуры тела и воздуха достигает 70 градусов. Запасы пищи становятся куда скуднее, однако в спокойном ритме сердцебиение животных и метаболизм замедляются, что позволяет сохранять энергию. Но именно в это время среди самцов разворачивается выяснение отношений. Обычно драки за самку представляют собой словно шуточные стычки, ведь расходовать драгоценные силы зимой – опасное занятие, и большинство самцов уже с лета знают, кто достоин звания сильнейшего. Однако далеко не всегда все заканчивается мирно, и среди самых сильных и настойчивых тяжелые рога пускаются в дело в полную силу.
Для максимально сокрушительной атаки животные встают на задние ноги, и это в разы увеличивает эффективность 15-килограммового оружия. Драка может длиться часами, и звук ударов раз за разом разносится по горным ущельям. Лишь 1/60 от силы столкновения хватило бы, чтобы проломить человеческий череп. Но черепа горных козлов состоят из подвижных пластин, хрящевая ткань между которыми смягчает последствия от ударов. Лишь самым выносливым, смелым и настойчивым суждено передать свои гены потомству. При этом молодые самцы не отстают от взрослых. С появлением рогов они хоть и понарошку, но уже вовсю готовятся к предстоящим поединкам. Стоит отметить, что не только самцы устраивают дуэли. Самки также могут выяснять отношения, и чаще всего это драки за положение в стаде. Помимо опасного оружия, рога могут выполнять и другие полезные функции, особенно когда копыта мало пригодны для того, чтобы как следует почесаться. Несмотря на все мастерство, даже опытные скалолазы могут ошибаться. Среди острых камней достаточно небольшого падения, чтобы получить травму, а хромое животное в этих негостеприимных землях вряд ли переживет суровую зиму. Связь матери и детеныша невероятно прочна. Козленок без сомнений следует за ней даже в смертельно опасное путешествие. С первых дней жизни козлята оттачивают навыки скалолазов, хотя порой матери приходится помогать сделать первые шаги над пропастью. Соль и другие минералы настолько важны для этих животных, что для их добычи ибиксы готовы рисковать самым ценным. Однако их рефлексы с рождения так же совершенны, как и копыта, поэтому семья успешно справляется со сложной задачей. Для столь экстремальных жителей вершин по сравнению с родственниками у ибиксов довольно высокая продолжительность жизни. Даже в 15 лет многие из них лишь начинают ощущать присутствие старости, а отдельные особи в естественных условиях переживают и 20-летний рубеж. Тем не менее, страдают животные не только от хищников. Особо снежные зимы могут спрятать скудную растительность слишком глубоко, а некогда зеленые пастбища превращаются в безжизненную пустыню, пробраться через которую стоит немалых усилий. И для старых самцов, которые проводят остаток жизни в одиночестве, это может стать последней прогулкой. Кроме того, и сильнейшие особи не застрахованы от сходов лавин или оползней. К тому же с давних пор все виды горных баранов были желанной добычей охотников, и в начале 19 века альпийских козерогов оставалось всего около сотни. На сегодняшний день популяцию ибиксов удалось восстановить, и их численность оценивается более чем в 30 тысяч особей. Поэтому пока этим величественным и стойким созданиям ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!